Ну как можно не обозреть такую партию, где кони педальные на Дербека Абдусадорова обскакали самого Магнуса? Магнус Карлсон белыми фигурами на том же FIDE World Rapid Blitz Team Chess Championship. Начинает с хода d4, d5, c4, это у нас ферзевой гамбит. Куда же, конечно, без этой шляпы. Ну да ладно, скучный дебютик, но партия в целом ок. Интереснейшая партия, конь f6. Наблюдаем с перспективы Магнуса. Абдусадоров черными. Конь c3, e6. Ферзевой гамбит, ортодоксальная защита. Идея этого дебюта там прыгнуть конем на d7, сыграть потом слоном на e7 или на d6 и готовить где-то продвижение c5 или e5. Норвежский мужчина забирает на поле d5, ед, слон f4. Не боится выпада ферзем на поле b6. Если выпасть ферзем на поле b6, тогда ничего страшного, просто ферзь c2. Чего там бояться? Нечего там бояться. Вместо этого Надирбек решил шугануть этого дерзкого борзого мужчину. Конь h5 сыграл. Обычно здесь отступают на g3, чтобы в случае размена просто вскрыть вот эту вот линию и подсматривать на пешечку h7. Если тебе мешают субтитры, дружище, ты их просто закрывай у себя в настройках. Не пиши мне в комментариях, что субтитры фигня, ничего не видно. Это не я их ставлю. Их ставит YouTube, тебе впаривает эти субтитры на разных языках, понимаешь? Слон g5, нападение на ферзя, слон e7. И давай поменяемся, поменялись. Спокойненько развивается эта партия, все хорошо. e3 и конь f6. Сопернички играют осторожно, как у гинеколога на приеме. Для профилактики. Слон d3. Слон d3, скорее всего, больше для развития. Слон g4. Вяжет на Дербек ферзя, коня. И в этой позиции Магнус решил допустить сдвоенные пешки на поле f3. Куда-то напал тут на b7. Но его, наверное, не волнует, что b7 защищено. Короче, зевок уровня 1000. Забрал Надирбек на поле f3, gf и ферзь c7. Сдвоенные пешки — это и плюс, и минус, как аккумулятор. С одной стороны, минус в том, что черные фигуры могут воспользоваться дырочкой на поле g2, подтянуть как-то ферзя на поле h3, сделать рокировку, пододвинуть свою ладью по шестой и просто поставить мат. А плюс, с той стороны, если черные двинут в рокировку, получится ладья g1 по открытой линии штормит этого короля. По открытой линии, поэтому тут надо как-то аккуратненько. Ходом ладья c1 Магнус Карлсон лишает себя длинной рокировки, оставляет себе возможность пойти в короткую или в рокировку третьего варианта, то есть не ходить в рокировку. Где-то хочет швырнуть коня на поле b5. Что-то такое назревает. Сейчас будем смотреть, что тут назревает. Надирбек учуял неприятности со своим ферзем. Решил его подставить под размен. В случае взятия этого ферзя, вот так вот, например, последует взятие ферзя. Открывается линия А. Это все хорошо. Но чтобы не бить на b6, конь а4 играет. Магнус тяпнул и конь d7. Какие прекрасные пешечки у Магнуса на эндшпиль. То, что доктор прописал. А ты не доктор, тебе прописать стоит только лайк моему видео. Если ты еще не подписался, ты можешь подписаться. Ведь кто на мудозвона не подписался, тот в принципе без штанов остался. Так что ты сам выбирай, как тебе быть, в штанах или без. b4 пододвигает Магнус пешечку, чтобы засандалить конинку на поле c5, припетросянить туда своего коня и в случае размена получить хороший пешечный клин с поля f2 на поле c5. Но ходом a6 Надирбек не позволяет этой пешке пойти дальше b5. Для профилактики король двигается на поле d2. И по-петросянски играть продолжает Надирбек, играет g6, ограничивает потенциальные угрозы слона на поле f5. Как говорил Арон Немцович, если у тебя есть слон, ты можешь на нем кататься. Он говорил немножко не так, он говорил, если у тебя есть слон, например, белопольный, твои пешки должны стоять на черных полях. А если у тебя есть чернопольный слон, твои пешки должны стоять на белых полях, то есть противоположных. Надирбек грамотно расставляет на белых полях свои пешки, ограничивает работу суетолога на поле d3. Хорошо, h4 Магнус пихает вперед, король d8, король устремляется на поле c7.
d6 потом, почему не через e7, не знаю. Надо будет спросить у Надирбека. Конь c5 пошел и король c7. Понятно, почему король рыпнулся на поле c7. Просто укрепить пешку королем на поле b7. Ладейка пошла на поле a1. Ладейка d8. Мы все тут развиваемся. Ждет нас бешеный эндшпиль. Ведь Магнус Карлсон — это машина эндшпиля. Сила мастера в конце. Никто Магнуса в эндшпиле победить не может. Только сам Магнус сам себя может сломать в эндшпиле. Но еще, ребята, здесь блиц вживую. Руками машет, как мельница на Руси. Ладейка на c1 подошла. Где-то назревает какая-то ситуация. Возможно, скидка в казан коня. Или что-то еще. Передумал пихать на h5. 7 пятниц на неделю у этого Магнуса. Конь e8 пошел. Конь устремляется на поле d6. Возможно, потом c4. h5. На! Всех обманул, перехитрил. Гениальный норвежец. Теперь, если забрать пешку на поле h, ладейка просто заедет на линию h, и все в порядке, все хорошо. Конь d6 пошел. Конина пугать этого кучерявого. Ладейка h1. Конь f6 пошел. На h5 треснуть есть огромные желания. Поэтому надо скидывать на поле h6, чтобы пешку не прозевать. hg и король c3. Отстает Магнус на 40 секунд. Как это так? Да вот так. Ладейка h5 предлагает размен ладейки на поле h5, но чтобы потом подобрать конем на поле h5. Не знаю, зачем конь нужен на h5, ведь конь на краю доски хуже, чем дочь в сауне. Магнус это прекрасно понимает и решил забрать на поле h5 в надежде, что конь все-таки станет на край доски. Но нет, Надирбек тырит пешечкой h, имеет прекрасную проходную по линии h, взад пешки поставить ладейку и пихать ее до победного конца. Ладья h1 уже прессингует Магнус, ладья g8, пока ничего не боимся, ведь на h5 защищает кобыла, а ладья может заехать в обжорный ряд и поиметь терпилу на поле f2. Пошел король d2, король d8, пешечка не падает, ведь здесь скакун защищает. И вот именно в этой позиции сильнейший шахматист планеты, особенно в эндшпиле, порит как никогда вот такую вот чепушню. e4 пихает, видит, вот рогатка стоит на двух коней, надо пешку на e4 забрать, и fe забирает, угрожает рогаткой стрельнуть по двум коням, как Джеки Чан в молодости. Но Надирбек подмечает интересную возможность. Кони как бы атакует пешку e4, защищает слон с d3, защищает конь с поля c5. Остается прогнать этого непутевого вонючего коня ходом b6. И если конь сейчас поимеет пешку на a6, мы просто заберем пешку на поле e4, вот этим вот конем, например. И получается, что вот этот полупокерный светлофор ограничивается пешкой b, то есть двойные пешки там оди орешки. И если даже вынести этого коня, ничего хорошего не происходит, ведь второй конь подключается к атаке, он стоит на e4, если король e3, то просто последует ладья e8, а этому мужчине некуда деваться, он не способен куда-то скакануть. Если на b8, тогда он вообще попадает под король c7. Да, тут как бы есть еще шах на g3, но я сейчас рассматриваю поимку этого скакуна. В партии Магнус это все понимает, поэтому вместо того, чтобы бить пешку, не желает отдавать свою центральную красивую на e4, пододвигает свою рогатку на скакунов. Пацаны скакуны раскинули на УЕФА, кто из них будет погибать, и просто забирает на c5 коня. Магнус немного подумал, понимает, что кони-то никуда не деваются, а пешку надо забрать. Забирает на поле c5 два коня, как на базаре, бери любого, но просчитывается, ведь один конь может скакануть на e4 с шахом, и теперь надо батю подтягивать на e3. Но есть нюанс, ребята. Если потянуть батю на e3, оставляя под ударом коня на поле f6, находится шах на поле g4. И теперь нельзя брать коня на e4 королем. И слоном тоже брать нельзя, так как шах королю. Если забрать королем, получается вот такой сюрприз. Поэтому немножко мистер Эндшпиль просчитался. А все потому, что на меня не подписан. Уводит своего короля на e2, и Магнус остается без пацанского коня. Но не просто так, за пешку. Пешка это потанцевальный ферзь, а конь это просто конь. 4 копыта.
Ладья Е8 сюда пошел, король F3. В этой позиции Магнус вместо тихого хода король F1, который позволял еще бороться за ничью, позволил себе сделать вот такую ошибочку. Сыграл королем на поле F3. Получает шахидос на G5. Кони устремляются назад в лагерь. Батя отступает назад и конь D5. Абдусадоров спас своих коней. Гамбургер, если что, будет мой, мои кони. Но Магнус забирает вторую пешку за этого коня. Напомню, что два коня мат не ставят, поэтому на Дербеку надо перекатывать этого мистера, не доводить дело до голых королей. Конина скачет на Е6, ладья H4 сразу не берет, понятно, ибо вилка на F4 с атакой на вот этих вот двух жмуриков. Король Е7 пошел, слон С4. И ладья b8 нападает Абдусадоров на пешечку b2, надо b3 подпереть, ладья d8, чтобы увести своего скакуна, например, на c3, потом пропердолить на поле d4. Пошел на f3, конь b4, и сейчас кони педальные намутят здесь такой движ огненный. Никому такая движуха еще не снилась. Падает третья пешка за фигуру, но ненадолго. Сначала, потом сюда, король сюда и конь e6. Отступает немножко. Абдусадоров здесь имел лучшую возможность пойти конем на d5, расставить Магнусу ловушечку. У Магнуса 8 секунд. Если бить этого коня, последует конь f4, шах от ладьи и даст видос ладейка на поле h5. Но Надирбек позволяет сыграть себе конь e6. f4 Магнус надвигает своего скакунделя. На самом деле, человеческим взглядом все вроде бы окей, но где-то он просчитался, зевает пешечку в цейтноте. Король f5 и конь d5. Угрожает шах на e3, потом ладья g8. Короче, что-то мистер Эншпиль здесь подседал. Батарейки надо менять, хотя бы иногда. Ну да ладно. Про Магнуса такие шутки не работают. Все прекрасно знают, что у него репутация прекрасная, нигде он в читерстве не замешан. Только у меня на канале он постоянно проигрывает. Ладейка пошла на h7, ладейка на g8 и ладейка на h3. Конина на e6, слон d5 бахнул, cd и ладейка d3. Опа! Что мы имеем в сухом остатке? Пешка получается белая за коня. d4. Еще следует несколько ходов. Магнус пытается провести своего депутата в ферзи. Ладья b8. Надирбек успешно с этим борется. Ладья b3 и конь c5. Ладья b1, d3. Пошла пешка вперед. Коня нельзя бить по понятным причинам, так как связана ладья на поле b1. Бить там вообще нехорошо. Следует ладья b2. Ладья b5. Организовали Магнусу цук-цванг. Хороших ходов нету. Самый лучший ход по первой линии компьютера это просто сыграть королем на g4. Но тогда конь e4. Король сюда пойдет. d2. Надо что-то делать. А что ты поделаешь? Ну, можешь королем сюда подойти. Тогда ладья d5, угроза конь c3. Надо c3 защищаться. Если c3 защищаешься, ферзя получаешь. Вот такие нюансы. Если ты еще не видел партию, как вчера Синдаров просиндарил Левона Ароняна, его он еще не синдарил. Можешь кликать по конечной заставке, идти. Также хочу объявить, что у меня есть культурный канал «Шахматные разборки». Можешь написать в Google, подписаться на него. Здесь обзоры стерильные, чисто шахматные. До новых встреч!